Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТП и не только. Я Андрей, специалист по автоматизации производственных процессов. В прошлом выпуске мы рассмотрели основные виды промышленных роботов, а сегодня разберем конкретнее, какие задачи решают роботы на производстве, и посмотрим реальные примеры использования автоматизации. Если вы владелец производства, технолог или просто интересуетесь автоматизацией, это видео поможет вам разобраться в мире промышленных роботов. И, конечно, поддержите наш канал лайком и подпиской. Мы вкладываем много времени и сил, чтобы создавать для вас качественный и интересный контент. Какие задачи решают роботы на производстве? В современном производстве промышленные роботы стали незаменимыми помощниками в производстве пластиковых изделий. Они не просто ускоряют процессы, но повышают точность, снижают затраты и минимизируют человеческий фактор. Давайте разберем ключевые задачи, которые они выполняют. Автоматизация извлечения деталей. Роботы быстро и аккуратно извлекают готовые изделия из пресс-формы, что позволяет снизить процент брака. Нет риска повреждений из-за неосторожного движения. Увеличить скорость цикла и стабильность. Робот работает без пауз, в отличие от оператора. Исключаются задержки из-за человеческого фактора. И нет необходимости открывать дверь термопласт автомата. Перераспределить персонал на более приоритетные задачи и избавить их от монотонной рутинной работы. Укладка и палетирование. После изготовления деталей нужно правильно их разместить для хранения или транспортировки. Роботы оптимизируют складское пространство, укладывают изделия по необходимой схеме. Снижают травматизм, исключают ручной подъем тяжести при работе на больших термопласт-автоматах. Работают с разными форматами, от мелких деталей до крупногабаритных изделий с укладкой на палеты. Установка закладных элементов в пресс-формы или заготовок в ЧПУ станки. Для сокращения времени цикла, повышения безопасности, точности, увеличения производительности и снижения себестоимости выпускаемой продукции. При помощи роботов решаются многие задачи по установке закладных элементов в пресс-формы ТПА и заготовок в другие ЧПУ станки. AML-технология. Это метод нанесения этикеток на пластиковые изделия, при котором этикетка вплавляется в изделие прямо во время изготовления, литья под давлением. Основные задачи. Интеграция этикетки в изделие. Вплавление предварительно напечатанной этикетки в пластиковую тару непосредственно во время ее формования. Точное позиционирование. Роботы или механические манипуляторы размещают этикетку в пресс-формы с точностью до 0,1 мм. Фиксация этикетки. Использование вакуума и статического электричества или механических держателей для предотвращения смещения. Совмещение процессов. Объединение этапов изготовления тары и ее маркировки в один цикл, что ускоряет производство. Контроль качества. Проверка правильности расположения этикетки перед впрыском пластика. Технология широко применяется в производстве упаковки и пищевой промышленности, где важны долговечность маркировки и презентабельный внешний вид. Задачи по контролю качества продукции и отбраковки. На производстве, где необходимо соблюдать высокие требования по допускам к выпускаемой продукции, важен контроль качества. Обычно на предприятиях этим занимаются подразделения ОТК, но в наше время такой процесс тоже можно автоматизировать. Встроенные системы зрения и датчики позволяют роботам выявлять дефекты, трещины, недоливы, деформации, сортировать брак, автоматически отсеивать некондицию, фиксировать параметры, размеры, цвет, вес для отчетности. Сварка металлов. Сварочные роботы обеспечивают высокоточное и стабильное соединение деталей различными методами сварки, для того, чтобы создавать металлические конструкции практически любой сложности и геометрии. Основные задачи. Различные методы сварки. Дуговая, точечная, лазерная, плазменная. Сложная геометрия сварочных швов. Выполнение угловых, круговых и криволинейных соединений. Контроль качества. Мониторинг параметров сварки в реальном времени. Минимизация деформаций. Точное тепловложение для сохранения геометрии. Работа с разными материалами. Сталь, алюминий, нержавейка и другие.
Монтаж электронных компонентов в плату и пайка. По международным сокращениям обычно называют SMT и SMD. SMT – это сама технология, процесс, при котором компоненты устанавливаются на поверхность печатной платы. SMD – это сами компоненты, монтируемые на поверхность печатных плат. К SMD-деталям, чип-компонентам, относятся светодиоды, резисторы, транзисторы, конденсаторы, стабилизаторы и тому подобное. Технология SMT постепенно вытеснила более старый и менее совершенный метод монтажа в сквозные отверстия. Сегодня он применяется преимущественно в небольших сериях. Крупные компании-производители электронной продукции применяют SMT из-за того, что эту технологию можно полностью автоматизировать, увеличить плотность размещения изделий с обоих сторон печатной платой и сократить процент брака. Роботизированная покраска. При помощи новых технологий окраску и нанесение покрытий можно автоматизировать, для чего используются промышленные роботы-манипуляторы. Такие роботы оснащены пульверизатором и системой подачи окрасочного материала. В память закладывается программа, которая обеспечивает выполнение определенной последовательности перемещений и регулярной скорости разбрызгивания краски. Это позволяет получить равномерное покрытие на поверхности окрашиваемой детали, которое может быть более высокого качества, чем при ручной окраске. Роботизированные комплексы покраски и нанесения покрытий отлично подходят для производства, где требуется высокое качество, быстрый переход между цветами, а также поддержка непрерывного потока работы. Это позволяет добиться высокой точности, экономии времени и ресурсов, а также повышения эффективности производства. Окрасочные роботы отлично подойдут, если на производстве необходимо добиться высокого качества покраски. Визуальный эффект покрытия должен быть практически безупречным. При окрашивании нужно быстро менять цвета. Необходимо поддерживать конвейерный поток работы. Дополнительная постобработка деталей. На одном из завершающих этапов производственного цикла необходимо выполнить ряд финальных операций. Для того, чтобы упростить и автоматизировать данный монотонный процесс, часто используют роботов различных типов. Для обрезки литников, точное удаление излишков пластика, шлифовки и полировки, обработка поверхностей, маркировки, нанесение штрих-кодов, логотипов лазером, охлаждение, равномерное снижение температуры для избегания деформации и других задач. Задачи по сборке деталей и компонентов. Довольно часто для выполнения сборочных операций различных приборов, машин электроники и прочих изделий на производствах используются роботы-сборщики. Такой робот может точно и быстро присоединять крышки, фланцы, кронштейны, монтировать валы, кольца, оси, устанавливать прокладки и подшипники, собирать резьбовые, прессованные и другие соединения. Перечислить весь спектр операций, на которые человека заменяют машины для сборки, практически невозможно. Этот список постоянно расширяется. Мы покажем вам пару примеров для понимания. Чтобы наглядно показать, как автоматизация меняет производство, рассмотрим два реальных кейса, о которых расскажу уже я, Андрей, ведущий инженер компании и, собственно, тот, кто запускал эти проекты. Первый кейс – внедрение роботизированного комплекса для установки закладных гаек в пресс-форму на предприятии в городе Череповец. Этот проект отлично демонстрирует, как роботы не только заменяют ручной труд, но и значительно ускоряют цикл производства. Основная задача заключалась в внедрении роботизированного комплекса для установки 8 закладных гаек в пресс-форму с последующим извлечением готовых изделий, а именно корпуса электросчетчика. Исходная ситуация была следующая. Ручной процесс занимал 57 секунд на установку гаек и съем деталей. Кроме того, требовалось дополнительное время на извлечение изделия из пресс-формы. Проведя анализ производства, выезд на завод, замеры, получение 3D-модели пресс-формы и образцов, мы подобрали и разработали полностью автоматизированный комплекс, который включает в себя робота для подготовки закладных, которые расположены рядом с термопласт-автоматом, линейного робота на ТПА, отвечает за установку гаек в пресс-форму и съем изделий, конвейер для вывода готовой продукции. На изготовление и поставку оборудования ушло 5 месяцев. Монтаж и установка комплекса заняла всего 2 дня. Какой результат мы получили? Время цикла сократилось с 57 до 28 секунд. Производительность выросла. Ручной труд минимизирован. Таким образом, мы успешно автоматизировали процесс, повысив точность, скорость и эффективность производства. Посмотреть большой выпуск про запуск этого комплекса можно у нас на канале.
Второй кейс. В середине декабря 2024 года мы по приглашению заказчика посетили производство в городе Сергиев Посад. Во время экскурсии увидели процесс изготовления небольших колес на ТПА 90 тонн, где сначала оператор устанавливает в пресс-форму 8 закладных колес, а после они обливаются термоэластопластом. Так у нас родилась идея увеличить производительность выпускаемой продукции и избавить оператора от ручного монотонного труда. Мы предложили клиенту спроектировать и установить ему роботизированный комплекс и автоматизировать этот техпроцесс. После чего мы узнали, что на данном ТПА также еще используется и вторая пресс-форма с закладными шпильками. Проанализировав обе пресс-формы и в целом весь проект, нами было принято решение изготовить для заказчика двойной роботизированный стол для подачи двух типов закладных элементов, где при смене пресс-формы на данном ТПА для удобства при наладке будет меняться программа у робота. Так и решили, но у заказчика не было чертежей пресс-формы, и поэтому мы повторно приехали на производство с нашим конструктором для того, чтобы снять основные замеры и сделать необходимые 3D-модели для точного расчета проекта. После согласования всех условий приступили к реализации данного проекта. В итоге производство, доставка, монтаж и пусконаладочные работы прошли без проблем. Результат вышел следующим. Время цикла сократилось с 55 до 30 секунд. Производительность выпускаемой продукции увеличилась на 83%. Исключен ручной труд на закладке элементов, гибкость системы, быстрое переключение между пресс-формами. Так наша идея воплотилась в жизнь, и мы и заказчик остались довольны. Таким образом, мы затронули задачи во многих сферах и разных областях промышленности. Но в конечном итоге роботизация везде сводится к повышению производительности, к точности, к снижению себестоимости продукции и к безопасности сотрудников, работающих на предприятии. Спасибо! С вами был Андрей, специалист по автоматизации производства и канал Пластмассовый енот. Если вы узнали что-то новое для себя, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди много нового и интересного. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.